Добрый вечер, это Михаил Лобковский. Мы тут с Марией. Мари, добрый вечер. Добрый вечер. Ты что хочешь, мороженое или картошку? Я картошку люблю. Я так и подумал. Поэтому я сказал вам еще. Только фри и в одном известном месте. Мария, после похмелья. Вот это верная женщина. Она всегда выберет картошку. Так вот. А вы, кстати, знаете, что в итальянском картошкой называют вот все самое сладкое? Что когда я влюбился, да, это пататина. Это все, началась пататина. Что-то в этом есть. Да. У нас звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, меня здрасте. слышно? Да. Здравствуйте, добрый вечер. Я так рада, что дозвонилась. Михаил, хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. И хочу рассказать свою историю. У меня был второй брак. От первого брака у меня был ребенок, есть. И вот второму ребенку от второго брака у меня был годик, и я поняла, что мой муж влюбился. Он, Ваш муж, да? Да, второй муж. Он влюбился, он изменился. И он стал не ночевать дома. И, то есть, я понимала, что с ним происходит. Я видела, что он совсем другой. И я мучилась, я боролась с собой, потому что я понимала, что у меня маленький ребенок, у меня там, если мы сейчас разведемся, как так. Потом я посидела, подумала сама с собой, там что-то почитала и поняла, что нам надо расстаться, потому что я так не могу, я ощущаю, что человек не со мной, мне так тяжело жить. И я ему сказала о разводе, мне было тяжело. Он, конечно, я думаю, что он надеялся, что он будет жить с другой женщиной. Он мне с легкостью сказал, да, хорошо, я согласен. Он не ночевал дома, и причем, он такой невротического характера человек, и он меня все время обманывал. Он говорит, да, я у друзей, я у начальника ночевал, я на работе. Это после того, что вы сказали, что вы хотите развода? Нет, до этого. Так. Он не ночевал дома, я говорю, скажи мне правду, там у тебя есть женщина, я же вижу, я это чувствую, он телефон прятал, там все так было инкогнито. И, я видела по его состоянию, что он другой вообще, что я ему чужая. И потом он мне все время врал, не признался. Он говорит, да, давай расстанемся. И мы в итоге развелись. Так. Мне было тяжело, очень тяжело. Все, кто слушает, может быть, кому-то будет пример или опыт. Но у меня был годовалый ребенок, и ребенку старшему было 12 лет. Так. Но прошло время, и я поняла, что я сделала очень правильный выбор, потому что я не смогла бы его... Он попытался потом, долгая история, попытался потом вернуться, сказал, да ты все придумала, это вообще ты меня туда толкнула. Потому что был ребенок там маленький, И во всем меня обвинил, но я сейчас ни разу не пожалела о том, что я сделала, как сейчас что я прошла. Обстоят? Мы ужасно с ним... Вот с первым мужем у нас отличные отношения, но с ним у нас ужасные отношения. То есть он меня все время обвиняет, как-то укоряет, какие-то подвохи во мне ищет. И я поняла, что когда человек влюблен, надо его отпустить, тем более он с легкостью ушел от меня, не надо его держать, не надо там... Как-то я пыталась, наготовила пирогов, борщей, старалась, его с работы ждала, То есть я поняла, что зачем перепрыгивать через свою голову, если все уже ясно, все понятно. Спасибо большое за рассказ. Вы знаете, Мария, вот что я хочу. Слушаю нашу слушательницу. Можно так сказать? Слушай слушательницу. Попробуйте. Масло масляное. Попробуйте. Свои 2 копейки вставить. Во-первых, что я слышал. Надо отпустить, правильно она говорит. Отпустить надо. Второе. Почему надо отпустить? Потому что каждый достоин любви. Но какой смысл терпеть, если тебя не любят? Жизнь короткая, и лучше отпустить из соображения, что я лучше буду с человеком, который меня любит, чем человек, который меня терпит, потому что я вся в слезах и соплях, потому что у меня годовалый ребенок и так далее, и он из-за чувства вины возвращается в семью. Кому нужны вообще такие отношения? Но еще любопытная деталь. Когда люди вообще вот так ведут себя, они невротики по определению.
Потому что здоровый человек приходит, я подчеркиваю, мы сейчас не говорим про измены, правильно? Это вообще другая история. Измены все такие умные, такие все хитро сделанные, все умеют обманывать, потом рассказывают, что я так уважаю свою жену и своего мужа, что я так себя веду, чтобы его не оскорбить и не унизить, а не потому, что я просто с детства вру. Так вот, тут другая история. Когда люди влюблены, по идее, они что делают? Они говорят: дорогая, ты мне уже не дорогая. У меня вон в соседнем подъезде другая дорогая. А тут, получается, я у друга ночую, я туда пошел, у нас совещание до утра и так далее. При этом, что самое любопытное, когда она его отпустила, он тут же побежал обратно. Почему? Потому что это тоже любопытная вещь. Бывает, когда в семье очень много быта, как еще Маяковский сказал по этому поводу, он, по-моему, ни разу не был женат при этом. Любовная лодка разбилась о быт, я имею в виду. А получается, там на стороне праздник, Мария, понимаете, какой был праздник? Там у нас фейерверки и фонтаны. Там шампанское пьют прямо в хрустале. А здесь пеленки, какашки. Надо купать, мыть, выгуливать, ходить на работу. И получается следующая история. Пока у тебя есть жена, я сейчас про мужчин говорю, и у женщин, я думаю, то же самое, то ты где-то нашел просто небесную царицу, и ты просто с ней в раю. А потом приходишь домой, и тебе в нос ударяет запах детских какашек. Ребенку ж год всего. И ты понимаешь, что там сказка, а здесь быль. Но как только тебе жена говорит: да ладно, давай разведемся, получается, что вот эта вот небесная красота завтра должна стать кем? Правильно, женой, с какашками, с детьми и вообще со всем этим набором. И тут выясняется, что такая жена у меня и так дома уже есть. Мне зачем вторая другая? Мне вторая другая нужна для праздника. Так вот, очень часто эта влюбленность является, как говорят музыканты, контрапунктом вот к этому быту у себя дома. А когда мужчине говорят: пожалуйста, давай разведемся, а та, которая вот эта влюбленная, да, говорит: а ты теперь свободен, да? А ЗАГСы в 9 уже открываются, и вообще я беременная, то получается, что он наступает на те же грабли. И ему это вообще не надо. Это очень любопытная вещь и для понимания влюбленных людей в семье, и для тех, в кого они влюбились, которые думают, что со мной это все по-другому будет. Как правило, все то же самое. Вот мне нравится, когда мы еще даже не назвали телефон, а он уже звенит. Здрасте. Алло. Добрый вечер. Вы в прямом Алло, эфире. здравствуйте. Вы влюбились в кого-то или это с вами произошло? Я влюбилась. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Рассказывайте. Я влюбилась в мужчину, но я, наверное, не совсем вовремя вам звоню, потому что у меня нет семьи на данный момент, но я влюблена в мужчину. Да, Дарья, я вам просто пожелаю счастья, совет да любовь. И когда вы за влюбленного мужчину, в которого вы влюбились... Дело в том, что я хотела спросить. Ну, в другой раз. Для этого есть последний вторник каждого месяца. А пока просто пожелаем Дарье любви. И когда они поженятся с мужчиной, чтобы никто из них не влюблялся на стороне. Видите, как еще не назвали номер телефона, поэтому девушка не в тему звонит. Валерий из Нижнего Новгорода в WhatsApp спрашивает. Валерий сразу берет быка за рога. Профилактика. Михаил, что делать, чтобы этого не допустить? Что делать? Ну, что делать, чтобы не влюбиться? Ну, давайте начнем с этого. Хороший вопрос от Валерия, озвученный Марией. Чтобы не влюбиться, надо, чтобы у вас была любовь внутри семьи. Дело в том, что многие мужчины и женщины живут в каком-то неведении. Как это выглядит? Они говорят: у нас все было прекрасно, я не могу понять, что произошло. Как он мог еще в кого-то влюбиться? Мы жили душа в душу. Это неправда. Когда вы живете душа в душу и любите друг друга, ни в кого влюбиться не может по определению. А влюбленность в такой ситуации похожа, знаете, на что? Что у вас, как у нас в кино любят говорить, ваза дала трещину, и в эту трещину забилась ваша влюбленность на стороне. А вот если трещины нету в этой вазе, то влюбленности некуда расположиться. Поэтому, чтобы не влюбиться куда-то... Мария, знаете, есть такой гениальный эпизод из фильма «Крестный отец», из которого делают постеры. Там соответствующая картинка с... Помогите мне, как его звали? Марлоном Брандо и Аль Пачино. И надпись соответствующая. Помните, какая надпись?
никогда не иди против семьи. Вопрос о влюбленности. Так вот, если в вашей семье совет да любовь, там никто влюбиться не может. В чем проблема? В том, что кто-то не видит, что все стало плохо, что все изменилось, что пошла трещина, что начались проблемы. И, конечно, человек в шоке, как бы все было классно, и вдруг такое. Как сказал Чернобырдин, все как и вдруг опять. Никогда такого не было, и вдруг опять. Да, звоночек вижу. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. И все? Меня зовут Василиса. Я в браке уже 3 года. И недавно я влюбилась в женщину. Ну, наконец. Василиса, почему уже 3 года, когда 3 года ты еще? Так, а в браке вы с мужчиной? Ну да. Так, и как вот у вас эта ситуация сейчас проходит? Наши отношения с женщиной перешли в разряд дружеско-сестринских. Она помогла мне немного разобраться в том, что действительно ваза кое-где подтреснула. Вот. И это, наверное, послужило даже улучшением наших семейных отношений. Муж узнал о вашей влюбленности? Да, конечно, я ему в этот же день как он реагировал? Ой, у меня очень мудрый муж. Он спокойно, с улыбкой отреагировал и сказал, делай, что хочешь, что посчитаешь нужным, ты взрослая женщина. Вот интересный вопрос. А если бы это был мужчина, он бы так же реагировал или по-другому? Ой, я не знаю. Понятно. Это все? Думаю, что по-другому. Да, это все. Спасибо большое. Спасибо вам. Алиса, 34 года, вопрос по теме. В браке 10 лет, 2 детей, 9 и 6 лет. К мужу не осталось чувств, кроме как к родному человеку и чувства благодарности за прекрасных детей. Беда в том, что чувства есть к другу мужа. В результате я в порыве своих эмоций склонила его к интиму. Теперь у нас тайная связь. В гости теперь друг к нам не приходит. Муж сам ездит к нему в гости и не понимает, почему тот перестал приходить. Перспектив у нас с другом никаких, по крайней мере, пока, но и прекратить эту связь у меня не хватает сил, да и нет желания. Перед мужем стыдно ужасно и обидно за него из-за предательства друга. Как быть, я не знаю. Мне стыдно, я уже дочитаю, мне стыдно за то, что мне не стыдно продолжать связь с другом. Как быть? Алиса, 34 года. У меня вопрос к вам, Мария. Так как роман был большой, я не все главы успела услышать, а она друга-то в чем обвиняет? Друга ни в чем. Нет, она там говорит. Есть такое. Стыдно перед мужем, обидно за мужа, что произошло предательство друга, что друг принимает его дома в друзьях. А сам в это время вообще... Продолжите фразу. Как быть, Алисе? Алисе надо... Алиса, да. Алисе надо определиться в жизни. Как это выглядит в моем здоровом понимании? Она должна сказать мужу, что она любит другого мужчину. Она должна сказать другу, что друг-то вообще что хочет вообще, что у них за отношения. А Алиса, она получается, ловит рыбу в мутной воде. Притом очень смешно говорит о том, что мне стыдно за то, что мне не стыдно. Прикольно. И еще обвиняет друга в чем хоть, в каком предательстве. Так же бывает, что вроде бы должно быть стыдно, а не стыдно. Конечно, стыдно, говорят, Мария, у кого видно. У меня есть друг тоже. В мутной воде не видно. Да, Арнольд, он адвокат. Он мне рассказал такую в свое время адвокатскую историю. Что был у него знакомый товарищ-адвокат, но они вместе учились. И этого друга его адвоката жена выгнала за измены многочисленные из дома. Время было советское, гостиницу было не снять, если не командировочный. И этот друг пошел к другому однокурснику, женатому, и говорит: слушай, приведи меня, у тебя квартира трехкомнатная, а меня жена выгнала. Он говорит: конечно, брат, заходи, будь моим братом, живи у меня дома. И как-то этот, который приютил вот этого, возвращается домой, что он видит, что этого однокурсник лежит буквально на его жене. Он ему по голове постучал и говорит: пойдем поговорим. Выходят они с сигаретами на лестничную клетку. И тот, который приютил, спрашивает: а как ты мог так поступить? А это значит, ему отвечает: просто. Вот тогда не стыдно. Говорит: как ты мог? Говорит: да просто. Взял и прилег. Оказалось, вот жена твоя. Поехали дальше. Не, подождите, я не поняла, как быть Алисе. Алисе нужно разрулить ситуацию и объяснить, наверное, чтобы она не страдала мужу, что он уже не мужчина ее мечты.
А другу мужа, чтобы тот, видимо, тоже как-то определялся, чтобы Алиса знала вообще, на каком она свете. Но там нет перспективы, Алиса уже написала. В каком смысле? Он умирает? Так и написала, что перспектив у нас с ним никаких, я цитирую, по крайней мере, пока. Но и прекратить эту связь у меня не хватает сил и желания. Вот я считаю, что это еще один крик души про то, что я только что рассказывал, про праздник на стороне. Что муж, быт, дом, а там праздник, шампанское в бокалах. Фейерверк, салют, ночное небо. Как же вернуть бокалы там, где быт? Вот именно, да. Вопрос во втором. Но, понимаете, когда люди друг друга любят, они любят. Когда они не любят, они воспринимают как обязаловку вообще весь этот быт, да? Там вообще тягость все, включая детей. Но женщины, в отличие от мужчин, к сожалению, до сих пор мы не жили эти пережитки царских времен, многие не самодостаточны. И они остаются в семье просто потому, что они не готовы отвечать за себя. Зарабатывать деньги, покупать себе за свои деньги жилье, кормить своих детей и так далее. Потому что, 99% из 100, что обиженный муж копейки не даст. Вообще просто вот старается нагадить как можно больше, и по-человечески его можно понять. Его обидели, унизили, оскорбили, он не собирается делиться. А в России так все устроено интересно, это Добровинский может рассказать в другой программе, что можно вообще пустить второго супруга без штанов, здесь это вообще не работает. Там ни имущественные отношения, ничего. Поэтому женщина как начинает рассуждать? Куда я с 3 детьми, я 10 лет не работала, и да, я не люблю его, не хочу его, но хотя бы я так пристроилась. Мужчина в этом смысле, конечно же, свободнее себя чувствует, потому что, как правило, от женщины не зависит. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло. Здрасте. Алло. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Ирина. Я звоню вам с Европы. Вы меня слышите? Европа это где? Это в Дании. Понятно. Я буквально даже не на земле, а на мосту, на самом высоком мосту, на самом длинном. Как в сериале «Мост» прямо, точно, да? Около трупа. Да, я думаю, что очень интересно. Я вас всегда слушаю в записи, никогда не попадаю, потому что рабочее время у нас другое время немножко. Вот. Ирина, не признавайтесь. Давайте. Очень история такая сложная. В общем, я 3-й раз замужем. И мы прожили где-то 7 лет и поехали на лыжные каникулы. И случилось такое, что я была в таком шоковом состоянии, когда я забралась на высокую горку, и она оказалась очень, острой. Я не могла с нее спуститься сама. То есть я стояла в таком шоке. Я работаю врачом нейрохирургии. Поэтому у меня просто, внезапно вот эти все мои пациенты, которые бездвижимые на аппаратах, просто встали перед глазами. И случилось такое, что вот этот наш инструктор, он просто меня схватил в охапку, со всех сторон обнял и, в общем, спустил меня вниз. И после этого, в общем-то, начались такие отношения, то есть, в принципе-то мы уехали потом, но факт тот, что мы общались, и я не могла разговаривать на этом языке, то есть мой муж был переводчиком, и то есть чем больше мы общались, вот просто обыкновенные беседы об экономике, о политике, то есть я не могу вот так вот влюбиться просто из одного момента, то есть все равно я человек должен меня со всех сторон. Ну да, про экономику и политику только после этого, да, конечно. Вот. И поэтому произошло то, что мы начали переписываться, и он прямо конкретно признался, что он имел очень такое, очень, прямое физическое влечение и в общем-то, даже сравнил с Ромео и Джульеттой, но, в общем-то, в том плане, что у него, в общем, большие активы и вместе с его женой, и в общем-то, мой муж вел так, что он вообще ничего не замечает. То есть вообще никаким вообще способом. То есть вот сейчас уже прошли 7 лет еще, да, то есть мы 15 лет в браке, и, в общем-то, глядя вот в это вот заднее стекло, как говорится, да, я понимаю, что вот на тот момент наши супружеские отношения уже были не такими теплыми, да. То есть, несмотря на то, что там маленький ребенок, но тем не менее. И у меня всегда такое ощущение, что я хочу развестись, потому что я не вижу больше этих чувств, да, больше этих эмоций я не испытываю.
Но муж ни в какую. То есть он, в общем-то, полностью согласен, что я даже буду там где-то иметь какие-то отношения на стороне, и он просто вот закрывай глаза, то есть вообще. И один раз он был на какой-то там вечеринке на работе и вернулся очень-очень сильно пьяный, и он мне признался, что он думает, что я ему изменила. То есть он все-таки думал, что у нас был какой-то физический контакт. Но контакта не было. Но это может быть и воспитание, вот это вот наше коммунистическое просто невозможно, как бы это, я думаю, просто это как-то у меня не укладывается в голове. Но тем не менее, вот эти вот отношения, я не думаю, что именно вот с этого началось, но именно вот с этого момента, когда я была в такой шоковой ситуации, да, и именно не мой муж подал мне руку, а подал кто-то другой. Я думаю, это очень сильно еще раз доказало, что вот где-то, как говорится, чашка треснула, но тем не менее, как бы вот эта вот жизнь, как вы знаете, в рамках приличия, она как бы сохраняется, и как бы все играют роль мужа и жены, но тем не менее, я как бы слушаю больше и больше вас, хотя бы у нас еще не были. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, реакция мужа. На влюбленность жены никакой. И я хочу сказать, Мари, многие так живут. Многие делают вид, что все нормально, что они ничего не замечают. Но некоторые не делают. Марина, 32 года. Ну, что говорит? Добрый вечер. Я была замужем 5 лет. Весной влюбилась в женатого мужчину. От мужа я ушла. Возлюбленный планировал сделать так же. Но спустя несколько месяцев бурного романа женатый передумал и остался с женой. Но общение мы поддерживаем из-за того, что у нас общие бизнес-интересы. Возвращаться к мужу я не планирую, поскольку нет любви и перспектив будущего у нас тоже нет. Как, наконец-то, перевернуть страницу и оставить в прошлом переживания из-за возлюбленного? Да просто жить дальше. Но что не помогает, это попытка найти другого возлюбленного. Тут, так сказать, клин клином не вышибешь. Но вообще люди, которые имеют такую не невротическую конституцию, они, какое-то время, конечно, переживают, и какое-то время это недолго, это там недели, месяц, да, это не годами, и живут дальше. Но у невротиков часто они не могут идти дальше, потому что они находятся в внутренних диалогах и монологах. А мужчина, который не может дать вот это вот, так зацепить невротически, он не интересен. Дышите глубже, Мари, что давайте, вы хотели сказать? Это будет сообщение Сони из WhatsApp, 32 года. Я общаюсь с женатым мужчиной. Его не устраивает секс с женой, и не хватает эмоций. Мы общаемся почти 2 года, он периодически уходит от меня, но возвращается. Значит ли это, что я его интересую, и что он хочет продолжать со мной связь? Думаю, да. Сказал Лермонтов в свое время, но странную любовью. Вы сейчас оставили Соню, по-моему, в недоумении. Здесь вопрос только про продолжение связи. Связи, наверное, да. Да. А любовь это... А второго вопроса здесь нет. Нет. Добрый день. Первый раз слушаю вашу передачу. Поражен сообщениями женщин, которые пишут вашу передачу, какие же они двуличные создания нас окружают. Это мужчины, видимо. Ведь только пишут о своих изменах и чувствах другим мужчинам. Бедное поколение мужчин. Вы знаете, я тоже думаю, что мужчины так никогда не поступят. Добрый вечер. Давайте Сергея зачитаю прям сразу, давайте, чтобы было на что. Были в отпуске у родителей, жена с ребенком, я у своих, а я у своих. Отношения в последнее время ни к черту, полно бытовухи, и я думал развеяться. Так знаете, что... У родителей, да где же еще, конечно. Да. К маме. Чтобы соскучиться и так далее. А в итоге после отпуска вообще хочется все бросить и обратно в праздник с влюбленностью развеиваться. Что же делать? Там праздник, дома бытовуха. Мужчина, пишет Сергей. Я понимаю, что он мужчина и как бы еще маленький, потому что он у мамы развеивается. Мама покормит. Может быть, спокойки включит посмотреть перед сном. А тут вообще... Я что хочу сказать. Когда в семье бывает такой затяжной кризис, так называемый системный, вот не кирпич на голову упал, а прямо вот в течение долгого времени отношения все хуже и хуже, то мировая психология предлагает месяца 3 пожить отдельно, именно для того, чтобы почувствовать, что ты хочешь. Потому что, когда, сказал поэт, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. Если ты живешь в семье, ты вообще фиг поймешь. А когда ты живешь отдельно, тут возникает, или, как наш Сергей написал,
хочется праздника и забыл про свой дом, или наоборот тянет домой. Прямо острая тоска по дому. Вот для того, чтобы вы почувствовали, что вы хотите, есть смысл месяца 3 пожить отдельно. Звоночек примем. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, и я звоню вам из Германии. И хотела сказать, что я побывала со всех сторон по вашей теме. Очень больная мне. Я была влюблена, находясь в браке. Мой муж, уже теперь бывший, влюбился, находясь в браке. А хоть кто первый начал-то, Оля? Началось все, вот как вы сейчас сказали. Был кризис у нас очень серьезный. У меня муж был зависимый, игровой зависимый. Так. И во время одной из поездок на мою родину я влюбилась в молодого человека. Но у нас чисто были такие платонические отношения, как в школе, знаете, за ручки подержались. К сожалению, в школе, да. Только не получится. Да, и когда я уже вернулась обратно домой к мужу, это, конечно, было тяжело перестроиться, но я сама это решение приняла. Я прекрасно знаю, что я прекрасно знала, что семья для меня важнее. Я понимала, что эта влюбленность, она просто пройдет. Так. Вот. Затем влюбился мой супруг. Теперь уже бывший. Да, опять же, у нас этот кризис все еще продолжался. Потом вроде бы мы его разрешили долгими упорными разговорами и даже решили завести ребенка. И в тот момент, когда я уже была беременна, мой супруг осознал, что меня не любит вообще нисколько. Ну и в этот момент появилась другая женщина. То разговоры, не помогли вообще, да? Ну, на самом деле, как он мне сказал, что помогли. Оля, а вот мне тоже интересно, как психологу. Вот вы сказали, у вас был затяжной кризис, а потом долгими разговорами вы его разрешили. Это как? В чем был кризис и как вы его разрешили, хотя ненадолго, разговором? Расскажите. Ну, основной кризис у нас начался именно когда я узнала о его игровой зависимости. А вы когда замуж выходили, он не был дома? Нет. И, возможно, был, я не знала. Ну, то есть первый раз это я узнала о том, что он огромную сумму денег проиграл. Это вот был 4-й год нашего брака. Угу. И тогда уже стоял вопрос о разводе, либо он идет лечиться, либо мы разводимся. Угу. И, в общем, да. Это все очень долго тянулось, почти целый год этот кризис, я могу сказать, что был. И такой, что, да. вот в результате разговоров он перестал играть? Да, он мне свято клялся. Ну, во-первых, я могла это контролировать, потому что я имела доступ ко всем его счетам, я видела... А разговоры были о чем? О том, что вы бросите, если он не прекратит? Этот был, Да. Я с ним сначала просто разговаривала, потом он говорил, что я больше не буду. Оленька, можно я дам короткий Да. совет? Не надо тратить время на разговоры. Значит, Ну, теперь я это понимаю. Ну, мало ли, не дай бог, что-нибудь еще такое радостное обломится, да? Да. Значит, смотрите, как и вообще... И я знаю, что нас слушают люди, у которых тоже вторая половина зависимые. Там нарко, алкоголь, да, курение, все что угодно. Разговор бывает только один, и он такого содержания. Дорогой, после того, как ты вылечишься, мы вернемся к разговору. Но ты не тяни с этим. Я вряд ли долго буду одна. А пока до свидания. И никак по-другому. Что значит? Не надо ни помогать, ни спасать, не ложиться, так сказать, костьми, не убегать к маме, не хлопать дверью. Надо сказать эту фразу и дальше собрать свои вещи и уйти. Только в таком порядке. Когда человек сначала вылечивается, не обещает лечиться, не в процессе лечения, а только после лечения мы продолжаем разговаривать, если вы к этому времени еще будете свободны, правда. Но что делают люди, к сожалению, а я с лудоманами их семьями очень много имел дела. Там были прямо и смешные, и грустные истории. Я вообще достаточно долго провел время, например, в казино, пытаясь вообще понять природу игрозависимых. Там было смешно, потому что те, кто играл в покер, они тех, кто играет в автомате, считали лохами. Они говорят, вот мы типа спортсмены, а те, кто в однорукого бандита, они просто дебилы. На самом деле больные и те, и другие. Потому что не может игра в шахматы спортивные зависеть от раздачи карт. Вы же представляете, фигуры, да? Вот вы играете в шахматы, и вдруг белые получают ровно половину нормальных фигур, а остальное все пешки. Так же не бывает. Поэтому, конечно же, это никакого отношения к спорту не имеет. Но игрозависимые так не думают. Они считают, что они там чемпионаты мира проводят. На самом деле это абсолютно игромания.
Так вот, всегда, когда вы имеете дело с зависимым, и вас это не устраивает, бывает, что устраивает, пожалуйста. Но если не устраивает, сначала человек лечится, потом мы дальше говорим. И никак по-другому. Здрасте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня совершенно замечательная история. Я была в долгих отношениях с молодым человеком, и, конечно, захотелось какой-то новизны, сходить с кем-то на свидание. Я не говорю об изменах, но, в общем, какого-то внимания мне очень захотелось. И сложилось так, что я была как раз-таки на встрече с молодым человеком, сидела в кафе, на столе лежал букет цветов, который он мне принес, и мимо шел мой молодой человек и увидел нас через стекло. У меня внутри все сжалось, конечно же, но мой молодой человек со 100% самообладанием зашел внутрь, очень приветливо представился и посмотрел, собственно, на реакцию, то есть что будет дальше. То есть я приглашу его присесть или я там покраснею, побледнею, упаду в обморок. Так. Да, и этот случай, эта ситуация настолько возвысила его в моих глазах, да, что он не запаниковал раньше времени, он повел себя как джентльмен. Он дал мне возможность объясниться тут же, да. Он, вы себя как повели? Нам интересно, смотри. Как вы-то реагировали? Я сказала, что это мой молодой человек, что он совершенно замечательный, представила своего спутника, ну, про цветы, кто подумал, что то и подумал, в общем-то, мне было неважно. Но я повела себя по-честному. Нет, а что вы сказали? Молодой человек сказали, познакомимся, Сережа, Игорь. Как познакомьтесь, Сережа и Игорь, да. Познакомьтесь, Сережа и Игорь, садитесь с нами. И как-то переключила тему, о чем-то мы дальше говорили. А какая реакция была у вашего с цветами? Обалдел. Не ожидал. И с кем в результате вы остались? Ну, конечно же, со своим молодым человеком. То есть тот второй как-то так рассеялся в тумане. Понятно. Хорошо, интересный рассказ. Спасибо большое. И от Тимура рассказ в WhatsApp. Добрый день, я женат, 2 детей. 5 лет назад во время крупной ссоры с женой я встретил девушку. Вначале я думал, что это просто развлечение, но она до сих пор остается в моей жизни. Разводиться я не хочу, люблю детей, да и жена в целом устраивает. Эта ситуация, конечно, не устраивает ту, с которой я встречаюсь, но ни она, ни я не можем разойтись, хотя пытались много раз. Я ей ничего никогда не обещал, даже напротив говорил, что не брошу семью. Но она верила в чудо, и это продолжалось. Ее жалко, и из семьи не могу уйти. Как быть, и есть ли вообще выход? Ну, вообще, это классическая невротическая история о том, что люди живут какой-то странной жизнью, двойной. Иногда мне это напоминает ситуацию, что вот я работаю, да, целый год, а теперь я пахал, а сейчас я на неделю поеду отдохну куда-нибудь. То есть для Тимура, видимо, так же выглядит его семейная жизнь. Там дети, да, там какая-то... Там слово «надо» так крупно прям приходит. Да и в целом устраивает. Да, ну и работа неплохая, типа себя как семья, да. Вот. А тут прямо у меня праздник какой-то. Нормальные люди, там, где живут, там и праздник. Вот в чем проблема-то. То есть, если, например, есть такие любвеобильные граждане, которые просто любят весь мир, это одна история. А когда ты чем-то тяготишься и где-то находишь выход... Ну, как сказать, это и есть двойная жизнь. Особенно если иметь в виду, что даже время физически человек проводит больше в семье, естественно. То получается, что жизнь как-то и проходит. Если копать в эту историю, то тут чувство вины, страх остаться без детей. А, кстати, еще отдельный страх у мужчины, что его детей будет другой мужчина воспитывать. Мария, вам такое что приходит в голову, правда? Вы же не мальчик. Я даже не Тимур. Вам вообще плевать на это. А мужчинам не плевать. Они за это страдают. Они бы ушли, а бывает такая прямо жена, прям завтра уже замуж выйдет, и они этого боятся. Пожалуйста, вот пишут. Мне 28 лет, 3 года был в гражданском браке. Это мужчина, обычно женщины пишут в гражданском браке, которого не существует в природе, кстати. Здоровье резко ухудшилось, она меня бросила. Теперь в течение 2 лет я занимаюсь собой во всех сферах, чтобы найти лучшего человека для жизни. Но мне приходит такая мысль, что я разучился любить. Стоит ли думать о любви и отношениях? 2 года ни с кем не спал. Юрий, 28 лет. Юрий, как-то вы начали очень рано разочаровываться в жизни. Вы должны не обобщать, что все вот женщины такие,
а сказать, ну вот мне не повезло. Наверное, что-то со мной тоже не так, что я с такими женщинами вступаю в отношения. А так, конечно, влюбляйтесь, любите на здоровье. Дмитрий пишет, если все хорошо, то влюбиться запросто. Человек полигамен. Влюбленность на стороне – это прекрасно и очень освежает. К тому же, если в семье не все в порядке, то впору задуматься. А если все окей, как у нас, то это небольшое приключение. Так как Дмитрий не оставил ни адреса, ни телефона, вообще ничего, даже имейл не написал, то мы, предполагая, что он приключениями этими занимается, хотя у него все хорошо, но мы никому ничего не скажем, потому что у нас нет никаких данных. Зато и звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Катя. Мне 25 лет. У меня есть жених, и скоро будет 2 года, как мы вместе. И скоро будет 2. Да. Сейчас пока один жених, а скоро будет так. С мая мы живем в разных городах. Он уехал в Москву и нашел хорошую работу, по которой он как раз-таки и ехал. Отношения между нами изменились, он охладел, мало звонит, редко пишет, объясняет это тем, что он много работает. Да, он действительно работает много, но я чувствую холод между нами, и летом он признался мне, что встретил девушку, и она изменила ему отношение ко многим вещам. Так. То есть на мой вопрос, перестал на носки разбрасывать? На мой вопрос, нравится ли она ему, он ответил, нравится, но люблю я тебя. Поклялся, что они только разговаривали, виделись всего 3 раза, и больше он с ней никогда не увидится. С тех пор отношения стали значительно хуже. Так. Я заметила, что он закидывает мой номер в черный список на время, чтобы я не могла дозвониться до него, а с других... Вот это жених, всем женихам жених. У нас полминуты осталось, поэтому приходите к вопросу. Может ли такой мужчина, который любит женщину, так как себя вести? А вам вообще интересно, может он или... Вот мне просто тоже интересно, что у вас в голове. А если я скажу, что может, то что это? Вы прямо уже под венец пойдете? Ну, нет, не пойду. Я прошу обратить внимание, вы еще даже не расписаны. Вы вообще еще не поженились, а уже все началось. Это всегда прекрасно, когда еще ничего не началось, а вы уже знаете, с кем имеете дело, правда? Ну да. Вот на эту пургу никогда не ведитесь. Мы только 3 раза типа встречались, книжку читали потом часа 2. И вообще я больше ее не видел. Я вам советую все-таки что-то более приличное найти.